Всем привет, добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress, подкаст для изучения русского языка. И сегодня на канале гостья Саша. Всем привет. Саша, мы с тобой сегодня поговорим о городах, в которых ты жила, и о твоей деятельности, чем ты занимаешься. Кстати, расскажи, чем ты занимаешься вначале. Я преподаю французский язык для тех, кто изучает из России, и преподаю иногда русский франкоговорящим. Вот это моя основная деятельность. Еще я интересуюсь, увлекаюсь йогой, чаем, разными практиками. Да. Круто, круто. Первый вопрос. Ты из Волгограда, да? Да. Расскажи, пожалуйста, про свой родной город. Я родилась в Волгограде, жила там до 20-22 лет. И в то время, когда я жила, город только начинал развиваться. И как это часто бывает, как только я уехала, там начались какие-то очень классные изменения. Город необычный, и мне кажется, что когда очень много иностранцев приезжает, их очень сильно это дело удивляет. Связано это все с историей самого города, с его необычным расположением, потому что он вытянут вдоль Волги, что удивительно, потому что вроде бы он не очень как бы большой по километражу, в принципе, но из-за того, что он так сильно растянут, он воспринимается как какая-то бесконечная просто Да. история. Я, Да. кстати, не изучал его вот так вот вдоль и поперек. Я в основном в центре обитал, и там немножечко за центром. Но это интересно, потому что если ты начинаешь, например, двигаться от одной точки, крайней точки города, до другой, это занимает примерно часа 4 просто дороги. 4, в смысле, на машине? Да. Офигеть. Я еще слышал, что Кривой Рог, вот в Украине такой город есть, он тоже очень такой вытянутый. Вот, ну, не знаю, какой длиннее будет. Почему стоит вообще туда съездить иностранцам, например? Ну, потому что это история, в первую очередь. Это просто колоссальная какая-то история, связанная с Второй мировой войной, с тем, как там все происходило. Очень много осталось Нет, не очень много. Остались объекты, которые сохранились после Второй мировой войны. И вся, в принципе, привязка в городе всегда шла именно к этому. То есть основная идея — это рассказать о том, как все это происходило, чтобы отдать там дань памяти и все такое. Но на самом деле из-за того, что город постоянно развивается, сейчас, мне кажется, туда можно приехать и как опционально посмотреть на какую-то историческую часть и Мамаев просто... курган, да? Да, Мамаев курган, да, вот это все там Старая Сарепта, например, тоже это все необычно. Вот, но при этом приехать как в туристический город, потому что все-таки Волгоград — это юг. Да, там, кстати, такая даже засуха, я бы сказал, Да. такие поля высушенные. Это так прикольно. Когда я жила, я никогда не воспринимала это югом. Для меня юг — это все-таки Краснодарский край, куда-то туда. А сейчас я переехала, живу в Петербурге, я понимаю, что это не то чтобы южная какая-то страна, это прям юг со всеми этими климатическими особенностями. Это прикольно, да. То есть там очень жарко летом, достаточно холодно зимой, потому что все-таки это уже степь. Ну вот. И да, кстати, это степь. Вот. Это интересно. Мы еще не сказали о названии, бывших названиях этого города. Сталинград, предыдущее, и Царицын, вот. Прекрасное название, блин, очень, красивый, кстати, да? Да, жаль, что, не вернули именно старое историческое название. Ты знаешь, была такая история, там же голосование было, предлагали вернуть Царицын Волгограду, и как-то так все это поделилось, и все решили, что все-таки пусть будет Волгоград. Мне тоже нравится Царицын, хоть это и несет какую-то историческую такую подоплеку к этому, но красиво. Красиво, да, Царицын. Я сразу представляю, как это на английском будет писаться. Вот так. Да, как-то. А Волгоград, Волгоград, как-то, банально, не знаю. Да, плюс Волга, она же не только в Волгограде. Да. Как бы это воспринимается... Хотя, с другой стороны, опять-таки, это визуально воспринимается, потому что он весь вдоль Волги, абсолютно весь. Тоже неплохо. Окей. Петербург. Дальше ты поехала жить в Петербург. Почему Петербург, а не Москва, например? Обычно либо в Москву, либо в Питер переезжают. Ага. А я жила в Москве. Я год жила в Москве. Да, я помню, мы с тобой познакомились, когда ты в Москве еще жила. Да, то есть получается, как все было. Я жила в Волгограде, потом поехала на год, пожила во Францию, вернулась, пожила год в Москве, вот, и потом после этого переехала в Питер, и вот уже несколько лет живу здесь. То есть И вот так. чем Питер для тебя лучше Москвы? Или ты просто, тебе хватило, может, Москвы, не знаю? Слушай, это сложный вопрос. Мне нравится Москва, сейчас особенно. То есть я такая приезжаю, прям кайфую, мне все очень нравится, все такое кайфовое, приятное. Но когда я жила, у меня немножко... Я только набиралась опыта там в преподавании, например. То есть у меня немножко другие были запросы на жизнь. Вот. И тогда мне казалось, что все-таки что-то достаточно быстро, все идет как-то
с моей внутренней скоростью, короче, это не совпадало. Мгм. И когда я приехала в Питер, это, знаешь, такое вот чувство бывает, когда ты, например, может, это такое было, находишься, пересекаешь границу какого-то государства, допустим, внутри Европы, например, ты очень хорошо знаешь там итальянский, но плохо французский, и вот ты только покидаешь вот это пространство, въезжаешь в языковую среду и прям такой всеми легкими вдыхаешь и думаешь, вау, как круто, я все понимаю. Вот у меня такое было, Мгм. например. Я После ехала, Франции. да, не, наоборот, я ехала из Италии, мне было, ну, как бы понятно, но так, Ага. знаешь, на сколько-то это процентов. Только я пересекаю границу, попадаю во Францию, я такая, ой, я в своей среде, как Мгм, классно. мгм. Вот то же самое было с Питером, то есть я приехала, А, но как бы не в языке дело, а именно вот в атмосфере, вот меня, это все. примерно так же. Я вообще увлекаюсь урбанистикой, мне эта тема очень интересна, и этого в Москве больше, но почему-то мне комфортнее именно в Петербурге, я как-то не ощущаю себя там дома. Может быть, потому что я мало там жил, я в основном приезжал просто туда много раз, но как-то вот, не знаю, другая атмосфера, как-то все более серьезно, не знаю. Может быть. У меня есть ощущение, что просто Питер, он более такой европейский. Ну, Мгм. расслабленный, наверное. В Москве все-таки все достаточно такое квадратненькое, знаешь, Да, четкое да, да, достаточно. четкое порядок, вот это какой-то. Хотя это тоже, знаешь, это считывается на первый взгляд. Конечно, там тоже есть свои подводные течения, там есть определенные люди, определенные движухи, Ну, вот там это есть все. все, я думаю, да. Да, да, просто как бы когда ты смотришь вот таким вот взглядом, да, Ну, первым, на поверхности, да. да, все-таки все достаточно строго. Окей. Петербург, да, все-таки ты Да. выбрала. О, мне так комфортно, не знаю. Как бы можно подумать, что да, климат так себе, но для меня, я же, ну, поездила так неплохо по Европе, я понимаю, что здесь, в России, наверное, это самый такой европейский город, именно комфортный европейский. То есть и он как бы такой, он много чего предлагает, да, он немножко там где-то проседает в плане в той же урбанистики, да, понятно, ты идешь и думаешь, ну зачем здесь этот забор, там мало света, но при этом как-то здесь так, ну, приятно, ну, Мгм. расслабленно, люди классные, все какие-то такие более, эм, Простые. да, Я простые, еще но в заметил, хорошем значении. пафоса нету вот этого московского. Да, Ну, кстати, типа, да, показать, что ты какой-то прям да, крутой, богатый. да, это тоже, это, ну, прям не знаю, мне кажется, это, Хотя это не провинция все-таки, то есть это тоже как бы столица, да, вторая, северная. Но да. вот здесь люди не показывают вот это. Может, через другое показывать, через какое-то свое творчество там, Да. какие-то Но в свои Питере, боже, увлечения. знаешь, что мне нравится? Я вот, например, езжу в метро, еду, смотрю на людей, которые читают. Очень много людей читает бумажные книги. Это очень круто. Это по-петербуржски Да, тогда. это очень по-петербургски. И даже я видела где-то на Литейном лежал, ну там это бомж был, он лежал, просил, чтобы ему дали деньги, но он так расслабленно лежал и читал, знаешь кого? Гоголя. Гоголь. Его книжка была открыта, да, ну и Ага. вот на проспекте был. Ясно, ясно. Ну, давай, раз уж мы заговорили тоже о Франции, давай тоже поговорим, где ты жила во Франции вообще, в каком городе? Я жила в городе Ля-Рош-Сюрьон, это недалеко от Ля-Рошель. Вот. Из больших городов самых это Нант. Вот он находится в этом вот регионе. То есть это, по сути, на берегу океана все располагалось. Мгм. Я ездила по программе Erasmus. Erasmus — это У нас работает обмен. тоже Erasmus с Европой. Erasmus+. Есть А, Erasmus, когда ты как студент уезжаешь, куда ты учишься, а есть Erasmus+, это волонтерские проекты, но, м. по-моему, уже сейчас нет. Там какие-то видоизменения произошли. Ну, сейчас уже ничего нету. Ну, да. Да. Вот. И туда подключали вот на тот год, второй год подключали Россию. Вот, я решила, ну, поеду поработаю. Я работала в театре, занималась там всякими фестивалями международными, и Россия же считалась за границей для Франции. Вот, и мы как раз делали фестиваль с Москвой в тот момент, и было очень прикольно, то есть я и в офисе работала, и у нас были там доступы играть, то есть мы на сцене играли, и курсы я проходила. Ну, то есть, ой, ну, очень классно было. Мгм. Вот. Ну и путешествовала, конечно. Бюджетные путешествия. Ты за год смогла влиться как-то вот во французское общество? Ну, нет, мне кажется, не сложно. Сложно. Мгм. Мне сложно было бы. Нет, слушай, нет. Мне тогда было, по-моему, 22 года или 23, и мне кажется, в этот период там от Ты с 20... французами общалась вообще, или у тебя русское У меня окружение вообще было? не было русских, вообще даже англичан не было, англоговорящих людей не было. Я с первых моментов, вот меня встретил мой тьютер, ментор, на меня забрала в аэропорту, и все. И до того момента, пока я не уехала, я, по сути, была в среде. То есть у меня там уровень прокачки, наверное, я там с А2 приехала, уезжала уже прям с Ну, прекрасным... круто, круто. И год ты работала, да, вот по этой программе, а Да. потом программа кончилась, ты уехала.
Нет, потом программа кончилась, я продлила визу еще на месяц и поехала в Швейцарию Ну, это, кстати, это тоже волонтерский лагерь был, но там был лагерь для детей, которые изучают французский как иностранный. Мгм. Вот. И то есть как бы мои ребята, которые работали во Франции, помогли мне с визой, а та организация смогла меня принять. Собственно, у меня еще был месяц, вот, и целый месяц мы там на озерах веселились, обучались. Ну, классно. Вот. Клево. То есть ты швейцарцев обучала французскому языку, швейцарских детей? Нет, подожди, это просто локация находилась в иностранцы Швейцарии. вообще все. Да, ну то есть там были немцы в основном, по-моему, 2 русских ребенка были из России, вот, и англоговорящие из Мгм. разных стран. Ну то есть там примерно в лагере было, мне кажется, подростков эдак 50, Мгм. вот, и учителей человек 10. Вот, Ясно. да. Ну, окей, вот ты когда там жила, у тебя наверняка были мысли о том, что так, буду я тут жить, не буду я тут жить. В итоге ты там не осталась. Вот Да, почему? я решила переехать в Россию. Ну, слушай, почему? Потому что Потому что Россия Франция... крутая страна. Вообще да, ну, типа я реально так думаю. Потому что Франция это, конечно, классно, но слишком много всего, особенно если сравнить с Москвой, допустим, тот же вот Париж, Москва, не в культурном контексте, а в простом таком бытовом, если жить. Мгм. Если ты там, например, житель, я не могу писать бумажные письма, чтобы открыть сим-карту. Я привыкла к тому, что, например, у меня, если я хочу завести себе банковскую карту, через 2 дня она придет ко мне домой. А во Франции что мне надо делать? Мне надо идти, писать письмо, отправлять его, ждать. Ну, Потом, это же короче, романтично. нет, это не романтично ни разу. Это, наоборот, это лишние проблемы, Ну, которых ладно, нет сейчас здесь. уже такого, наверное, нет. То есть я в этом, у меня знакомый он тоже говорил, что там было, сейчас Да, уже да. все Ну, ковид. проще становится. Но да, то есть ты про то, что бытовые какие-то вещи сложнее делать. Да, бытовые вещи сложнее, плюс еще, знаешь, мне кажется, что каким бы ты там открытым, классным не был, все-таки менталитет хоть как-то, но отличается. Вот. И все-таки, наверное, я русский человек. Мгм. И мне очень комфортно и реально классно вот в Питере. Может быть, в каких-нибудь других городах России я бы думала о побеге в Европу. Вот, как, ну, раньше же такое было очень, по крайней Да, у мере, меня тоже. да, ну, типа, это считалось нормой жить в Мгм. России, вот, а сейчас, мне кажется, наоборот, как бы, особенно после вот этой вот истории с ковидом показала, как много иностранцев приезжало в Россию переждать, да, бурю, Мгм. вот эти все дела, и сейчас я понимаю, что, наверное, все-таки комфортнее всего по всем, наверное, фронтам, ну, да, именно для жизни здесь, а путешествия, ну, вот, там, не знаю, взял билет, поехал куда-нибудь там в Европу. Отбей. Е-е-е. Да. Хорошо. С городами разобрались. Теперь расскажи про преподавание. Мгм. Как давно ты преподаешь и как ты преподаешь, и вообще, что тебе нравится в этом, что не нравится, может быть. Ой, я обожаю преподавать. Вообще, просто больше всего на свете. Можете, кстати, записать, кто хочет изучать французский, записывайтесь на занятия, ссылка в описании будет. Да. Я преподаю по Skype, и иногда я беру учеников вживую, но очень редко, потому что все-таки это время, дорога, вот это вот. И так как я постоянно путешествую, ну, очень часто это бывает сложно, а Skype всегда. То есть я преподаю французский для взрослых индивидуально в группах маленьких, 3-5 человек. И группа — это вообще отдельная любовь, это круто. Никогда не преподавал в группах. Офигенно. Очень нравится. Вот. И что еще? Провожу встречи, кстати, вот, в Питере. Я Группы делала онлайн или... онлайн. Мгм. Онлайн мы также подключаемся там в скайпе, в зуме, собираемся все вместе и болтаем. Мне кажется, это Но очень смотри, весело. болтаем или ты как лектор что-то объясняешь? Я вообще как учитель, ну, как преподаватель. То есть у нас есть программа, у нас есть какой-то костяк той программы, по которой мы идем. Мгм. Вот, я просто все объясняю, и мы тут же практикуем. Каждый может поработать, поговорить, послушать другого. Вот. Ну, здесь, конечно, такой формат, когда все друг с другом разговаривают, индивидуально все-таки немножко побыстрее все идет. Ну, конечно, да, не у один на всех один. хватает времени. Да. Да, да. Ну и, собственно, да, вот. В основном занимаюсь этим. Веду страничку, записываю всякие смешные видосики. Я начала записывать смешные видосики. Я Вот. видел. Я учусь, Да. собственно говоря. В ТикТоке уже зарегалась. Зарегалась, но я просто решила пока, знаешь, как начать делать ТикТок пятницу. То есть я сижу всю неделю в ТикТоке, набираюсь опыта, скачиваю видосики, потом выкладываю, можно похохотать тоже.
Вот, потому что каждую пятницу никто не хочет учиться, все хотят развлекаться. Ну вот, собственно, для этого я и придумала такую рубрику. Вот. И мне, короче, супер нравится преподавать. Преподаю уже больше 5 лет. И у меня разный опыт, то есть я и оффлайн преподавала, и в группах, и индивидуально. Но все-таки онлайн — это любовь, это максимально удобно, это очень, очень комфортно. Все тоже путешествуют, или уезжают, или, не знаю, там на выходных на дачу едут. Ну и все, это же не повод не заниматься, да? Да? Ну вот. Согласен. Да. Что тебе... Как ты прокачиваешься вообще как человек, преподавая через эту профессию? Какой классный вопрос. Слушай, мне кажется, это какая-то история про постоянный рост, потому что, например, ко мне приходят очень разные ребята, но у них там примерно одна цель, но ко всем очень разный подход. Мне кажется, еще история с тем, что в университете я изучала психологию очень много, вот, и что-то из этого тоже мне очень помогает именно в работе, потому что я понимаю, что вот с этим человеком, например, ну, я вижу личность этого человека, я понимаю, что ему, например, книга с комиксами нафиг не нужна, да, и мы не будем по ней заниматься, мы там будем фигачить по каким-то таким сухим упражнениям. Этому То есть ты студенту учишься так. эмпатии? Да не то, что учусь, я, наверное, ее транслирую и практикую, наверное, эмпатию вот так. Да. Ну и вообще это всегда история про прокачку, потому что я же не могу постоянно... Типа, я занимаюсь 5 лет, я не могу одни и те же материалы давать, это невыносимо. Ну и ты сама улучшаешь язык. Да, и я ищу какие-то новости. У меня, например, там, если есть какая-то сфера интересов у ученика, он говорит, я бы хотел вот это разобрать. Я говорю, ну скидывай мне там, не знаю, из Инстаграма какой-нибудь пост, он мне скидывает, а там ссылки, и я кучу всего нового узнаю, и вот в контексте этого мы работаем. Ну, короче, познание мира происходит через язык. Вот так. Да. И еще, конечно, круто, не знаю, у тебя есть занятия в разговорном формате, когда вы просто общаетесь? Ну, вот у меня только такие занятия, и мне нравится, что я много узнаю просто у разных людей, об их профессиях, об их жизни. Есть возможность по-другому взглянуть на мир. Это супер интересно. Вот у тебя есть такие разговорные занятия, или ты в основном обучаешь именно языку? А я стараюсь и то делать. Ну, то есть, как бы, в основном те, кто приходит заниматься, они хотят учить язык. То есть, очень много, например, с нуля, или у кого какая-нибудь там, какая-никакая база. И вот этот костяк, там, по грамматике, по этому всему это надо выстроить. Ну, просто я смотрю, какой запрос. Если запрос непосредственно общаться, то я эту грамматику даю на дом, он там сам все изучает. Вот. Если он ничего не понимает, то мы как раз-таки вместе все это делаем. И в основном занимаемся устно. То есть, у меня там урок 60 минут идет. Минут 30, если есть такая уже возможность и уровень у ученика, мы разговариваем. Вот так. Ну да, болтаем, как дела, что нового, что там в кино посмотрел и тому подобное. Ну это классно. А с французами общаешься, чтобы прокачивать язык? Ну, дальше. С французами? Да, я же преподаю еще русский. Вот, да, у меня немножко студентов, они все не с нуля. Вот, с нуля пока нет опыта, но я хотела бы тоже этим заниматься. Вот, было очень интересно, когда был карантин. Потому что у меня студенты в Париже и в Ницце, вот, и они рассказывали, как их это коснулось, и рассказывали те, кто, мигранты, кто уже переехал, как их это коснулось, и это еще разные картины. В общем, очень интересно все это было, вот, да. Ну и, соответственно, да, вот мы с ними общаемся, они классно переходят на русский, и у меня есть вообще, я так горжусь собой, у меня, например, студент пришел, он говорил по 2-3 слова, а сейчас мы с ним включаем скайп и говорим по 40 минут на русском, представляешь? Это так круто. Да, вообще. Да, ну, они хотят заниматься, у них есть мотивация, и я такая, о. Так что можно записаться на занятия по русскому языку тоже. Ссылочка в описании будет. Так, что мы с тобой еще хотели обсудить? Еще... Сколько времени? 15 минут. Да, еще есть время. Так, мы наговорили на... Сколько? 19. Ну, в принципе, уже неплохо, вот, но если мы что-то еще хотели. Про поездки, про Дагестан могу чуть-чуть рассказать. Да, ты же хотела нам еще рассказать про Дагестан, регион, который всех иностранцев очень так интересует. И... Да? Да, потому что, ну, для них это такое, как бы, экзотическое суперместо. Ну, и для многих русских, мало кто из России ездит, вот. В Чечню, кстати, ты ездила? Нет. Я могу похвастаться, я в Чечню еще ездил. Я хотела, очень хотела. Ну, кстати... Но я ни в какие горы не ездил, вот у меня единственное... Именно город, в Грозный. Только город, и в Дагестане тоже Махачкала и Дербент. Вот, то есть по горам я... Ну, потому что я один ездил, и
Как мне там? Ну, расскажи, короче, как ты ездила? Я провела несколько месяцев в Волгограде этим летом, вот, и оттуда ездила на машине с друзьями, то есть, получается, Из это... Питера прям поехали? Нет, нет. Там машину брали? Нет, смотри, я была в Волгограде, и мои друзья, Волгоград, они из да. Волгограда, Ага. да, вот, и у них своя машина, и они предложили просто сделать такой трип, они приезжают, забирают меня из дома, мы садимся, мы ехали, если не ошибаюсь, около 10 часов, это такой оп, и ты Без уже... остановки просто или Ну, нет, с ночевать? остановками, но мы ехали по Волгоградской области достаточно долго, и дольше всего, на самом деле, заняла Калмыкия. То есть вот это вот ничего, Да, пустота Какие-то просто. вот тоже там немножко озера какие-то. Не-не-не, в Калмыкии вообще ничего нет. Там перекати поле только, и какой-нибудь Почему? Там есть, пролетает. ну, может быть, ближе к Каспийскому морю уже? Да, туда Да. начинается. А так ты просто едешь, смотришь вдаль, ну, максимум орла увидишь. И то не Да. факт. Да. Вот, это было, конечно, мне кажется, очень сложно вести машину, когда у тебя пейзаж вообще не меняется. Мгм. Ну вот, короче, мы ехали, нас было 4, мы ехали на машине, мы ехали с планом очень четко расписанным, то есть каждый день мы меняли свое местоположение, и оказалось, ну как бы есть предположение, да, что Дагестан — это что-то необычное, ну, скорее всего, что-то очень красивое. Опасные. Опасное, да, очень Приоры много. с, Да. с людьми, стреляющими Да. в небо. Это не так, короче, вообще не так, вообще абсолютно. Дагестан — это максимально, наверное, такой, знаешь, открытый регион, то есть они очень-очень рады приезжающим, и когда мы только приехали, нам сразу вот мы останавливались у местных, там снимали какие-то эти дома, вот, и нам сразу говорили о том, что если у вас будет какая-то проблема, вы никогда там на дороге, например, одни не останетесь. И у нас была один раз ночью проблема, мы съезжали с горы, вот, ну, там же везде вот эта горная поверхность. Мы остановились, ну, минут на 10, и каждая проезжающая машина останавливалась и говорили, вам не помочь? И, боже, я такая думаю, как круто. Но мне надо было помогать, потому что надо было посидеть, отдохнуть, вот, и ехать В дальше. России это как бы в России такого нету. Да. Но это вот такой менталитет, то есть они прям в этом плане супер открыты, вот, но мы, когда ехали, мы прям максимально с друзьями изучили вот эту историю. Я взяла там закрытые с плечами какие-то платья, да, что-то такое, вот, и, ну, мы как бы все равно, может быть, потому что мы путешествовали в основном на машине, то есть мы там из точки А в точку Б передвигались, в городах мы останавливались мало, в принципе, да, и пока ездили, просто там носили шорты, вот, и мы были в основном в тех местах, где и местных-то нет, ну, и туристов нет, вот, и вообще этим так летом... надо в штанах прям. Ну, типа, знаешь как, не то, что прям в штанах, но, например, в куда-нибудь там... Я просто в октябре... Ну, наверное, на парней это не распространяется, да? Да. Но я в октябре ездил, и... Там Нет, тепло стоп. было, да, в октябре? Стоп, я ездил в мае. Я помню, пограничная какая-то вот такая погода была еще. От зимы к лету. Вот. Май, от зимы к лету. Не, подожди, март. Ну я поняла. Ну нет, там было очень жарко. Вот. Но как бы нам рассказали, что в Чечне все пожестче гораздо. Ну да. С дресс-кодом, да, вот с этим вот. Да. Не, нормально все. Единственное, есть и вещи, которые меня удивили. Например, меня удивило, что мы были в Дербенте. Это на самом деле классный город, очень классный. Шикарный. Да, он хорошо застроен, его прекрасно отреставрировали. Там очень много каких-то хипстерских заведений внезапно. Вот. Да? Да. Я одно только видел. А мы, штук 5 точно минимум. Но я не искал, я так просто. Да. Ну, мы, короче, снимали просто квартиру и Одну кофейню там видел. спускались вниз, а там была спешалти кофейня. И вот тут максимально странно. Там работал парень, он был такой татуированный, какой-то, ну, такой максимально европейской внешности. И мы заходили по утрам с подругой за кофе, а там сидели только мужчины, такие бородатые, с барсетками, вот такие вот кофе пили. Вот. И это максимально странно, потому что... Сурово тогда пили спешалти кофе. Да. Что в Питере... Апельсиновый раф какой-нибудь. Да, а в Питере ты заходишь, там, наоборот, такие, подростки сидят, какие-то молодежь, там, молодежь. Не, Дагестан вообще более такая свободный регион цивильная, можно относительно Чечни, где все супер так более консервативно, сдержанно. Да. Ну, то есть, не знаю, никакой грубости, ничего такого, о чем можно подумать. Типа, вот даже в Чечне нельзя алкоголь купить. Ну, даже ни в одном заведении не продается алкоголь, и в продуктовых тоже нет алкоголя. А в Дагестане уже есть. В Дагестане даже пиво свое производят. Да, и понятно, свинины ни там нет, по-моему, да? Мне кажется, нет. Но я не ем, я даже как-то не смотрела. Ну, да. У меня забавная история еще есть, связанная с Дагестаном. Это к вопросу о безопасности. Я ездил там как-то на такси,
и я у местного там таксиста, ну, он молодой, я у него спрашиваю, ну, что, как тебе живется здесь, ну, в Махачкале я был, в Махачкале. Я обычно у таксистов спрашиваю, так, чтобы что-то узнать о городе. И в итоге он рассказывает, да, брат, вообще ни о чем. Я такой, почему? Да, я в Москве жил, вот в Москве вообще нормально. А тут, короче, в клуб заходишь, можешь вообще не выйти живым. Я такой, почему? Да, если что, какая-то там потасовка, все, там у всех оружие при себе, и, короче, ну, все вспыльчивые. Я такой, в смысле, как оружие? Ну, вот так, каждое оружие, типа, подожди, а у вас что, не так? Я говорю, нет, у нас не так, у нас как бы без оружия ходит. Вот такая забавная Да, ситуация. кстати, мы попали на дагестанскую свадьбу. Мы просто зашли, мы искали, где поесть. Мы идем, нам посоветовали ресторан. Мы подходим к этому ресторану, понимаем, что там, ну, там такая, очень много тачек стоит, такие все в костюмах. Вот, мы подходим, говорим, а тут, наверное, какое-то мероприятие. Она говорит, да, здесь свадьба. Вот, и вышел отец невесты, он как раз там стоял, курил, наверное. Вот, и он такой, а вы, типа, покушать хотели? Мы такие, да, мы, типа, пойдем. Он такой, да, заходите, это свадьба. Вот, и мы, короче, попали в водоворот вот этих событий туда. Ну, буквально там просто пришли, нас посадили в какую-то вип-ложу, сказали, вы наши гости, вот вам лучшее место, там ешьте, что хотите, если хотите вино, там, бла-бла-бла. Вот, и потом, когда, ну, это так странно, мы как бы говорим, да, мы, наверное, пойдем, что-то мы не знаем, а нам говорят, типа, да нет, давайте, заходите, а потом я говорю ребятам, да давайте зайдем, ну, типа, ну, это же необычно максимально. Да, опыт какой-то. Да, мы зашли, покушали, а потом просто сказали, ну, мы пойдем, и они такие, ну, все. Неплохо. Да, но до этого мы видели свадьбу со стороны, мы видели, как просто... Стреляли в небо? Они не стреляли, они просто друг другу показывали пушки, они вот так делали, типа, там, чё, у кого. То есть девушки отдельно красовались. Да. Прикольно, прикольно. Ну, короче, Дагестан очень красиво, и там, по сути, есть все. То есть там холмы, горы, огромные горы, каньоны, озера, все вообще. И мало туристов, что круто. То есть ты приезжаешь на место, ты не ждешь ничего, ты просто идешь и смотришь. Ты просто идешь и разговариваешь, идешь, покупаешь. Да. В общем, прекрасно. Да, надо тоже еще раз съездить. Да, и еще там фрукты. Фрукты вкусные. И дешевые, да, там. Мы даже гуляли по Дербенте, это тоже было в Дербенте, мы идем по улице, идем, смотрим, растет фига, инжир. Инжир, и мы такие, о, инжир. И я просто ем, я понимаю, что вот сейчас тут в перекрестке, да, пойдешь, он там будет очень дорого стоить за 3 каких-то дряблых штуки, а здесь они прям сочнейшие, вот они все. Да, в этом плюс, конечно, юга. Да. Ну, короче, и вообще немного... еще там дороги крутые, вот что важно. Дороги, в принципе, в России уже неплохие стали. Да. Ну, то есть там, не ездил. если какие-то горные цепи, если не ехать напрямую, а мы часто ехали напрямую, мы такие типа, объехать гору, мы такие, поедем напрямую. У нас была хорошая машина с хорошей подвеской, все это выдержало. Но если объезжать, то есть там вообще можно так гонять, прекрасно. Понятно. Ну, ясно. Хорошо, ты сейчас собираешься в Венецию? Я собираюсь в Хорватию. И надеюсь, что у меня получится попасть в Венецию, да. Я купила билет и держу, как бы, да, вот именно, что очень хочется попасть. Вот, я считаю, что Венеция — это одна из самых, на мой взгляд, очень фотогеничных, очень красивых мест. Ну, мы ждем твоих фоточек. Кстати, подписывайтесь на Инстаграм. Да? Мы же можем поделиться своим Инстаграмом? Да, или он приватный? Нет, он открытый. Все, подписывайтесь. Буду рассказывать, как удалось, если удастся. Да, если это видео, конечно, будет опубликовано до того, как ты вернешься из Венеции. Вот. Ну да, будем так что следить. Спасибо тебе, что поделилась опытом, рассказала. И да, всем спасибо, кто смотрел, кто слушал. Спасибо. Приезжайте в Дагестан. Пока. И не только. Пока-пока.